Привет, друзья! Сегодня я покажу вам, что можно приготовить из креветок быстро и очень вкусно. При этом креветок нужно совсем немного, буквально 150 грамм. Мы будем готовить интересное испанское блюдо. Называется оно tortillas de camarones. Это некие такие блинчики или оладушки из креветок. Готовятся они максимально быстро на сковороде и получаются изумительно вкусными. Это одно из самых вкусных блюд, которые я пробовала. Поэтому досмотрите видео до конца, будет очень интересно. Поставьте оценочки и подпишитесь на канал. Начинаем приготовление с того, что нарезаем креветки. Я купила замороженные в местном супермаркете, очистила их от панциря, хорошо промыла. И теперь мне нужно их очень мелко нарезать. То есть нарезаем вот до такого состояния. У нас в итоге получается некий фарш, можно так сказать, из креветок. Для этого рецепта подойдут как свежие креветки, так и замороженные. И еще можно использовать криль, то есть любые из этих продуктов. После того, как нарезали креветки, нарезаем одну небольшую луковицу. Крайне желательно, чтобы она была очень маленькая. Я взвесила эту луковицу, она весит 45 грамм. Нарезать нужно очень мелко. Если не можете справиться руками с помощью ножа, можете воспользоваться, например, каким-нибудь блендером. Не добавляйте слишком много лука, возьмите самую маленькую луковицу весом от 40 до 60 грамм. Объясню почему, потому что если добавим слишком много лука в тесто, в итоге сами оладушки получатся более влажные, а нам нужно добиться такого результата, чтобы они приятно хрустели во рту. И последнее, что нужно мелко, тоже очень мелко, как и лук, нарезать для этого рецепта, это свежая петрушечка. Любители укропа могут смело заменить ее на укроп, то есть петрушка, укроп взаимозаменяемые. Теперь все очень легко. Берем небольшую емкость, вливаем сюда 250 мл минеральной воды, добавляем щепоточку соли и взбиваем до ее полного растворения. Теперь в эту воду с солью добавляем небольшими порциями обычную пшеничную просеянную муку, нам понадобится ровно 100 грамм. Добавляем и все время перемешиваем, чтобы не образовывались комочки. Смесь достаточно гладкая, очень нежная. Теперь сюда по очереди добавляем сначала креветки, которые мы ранее нарезали, лучок и петрушечку. Аккуратно перемешиваем, и смесь для жарки готова. Будем жарить вкуснятину на хорошо прогретой сковороде на смеси из растительного масла, я его уже налила сюда, и нальем еще оливковое. Масла должно быть достаточно много, как будто бы вы жарили картошку фри. Примерно вот так, можно даже еще чуть-чуть. Теперь берем немного смеси с помощью половника и формируем вот такие небольшие лепешечки, похожие на оладушки. Они должны быть как можно более приплюснутые, поэтому после того, как я вливаю смесь, еще стараюсь их немного распрямить. Можно с помощью ложки или половника. Как только видим, что они хорошо подрумянились с одной стороны, аккуратно их переворачиваем с помощью лопатки. Жарим еще около минуты, может быть даже меньше, чтобы они подрумянились и с другой стороны. Аромат просто шикарный, друзья. Знаете, что он мне напоминает? Аромат картофельных оладий. Я даже не знаю почему, но он как будто вот слегка пахнет картошкой. Все. После того, как они хорошо прожарились с двух сторон, вы можете это уже видеть, просто очень горячие, сложно вам показать. Убираем их и выкладываем в следующую порцию. Не жарьте эти тортильи или оладушки слишком долго, они должны просто хорошо подрумяниться с двух сторон, покрыться золотой румяной корочкой. После жарки переложите их на бумажные салфетки или полотенца, чтобы они отдали лишний жир. Посмотрим, что у нас тут получилось. Смотрите, они очень нежные внутри.
При этом остаются хрустящими снаружи, как я вам и говорила. Очень вкусное, просто настоящее лакомство. Любимейший процесс этого всего это, конечно же, дегустация. Я надеюсь, вы слышите, как они хрустят. Невероятная вкуснятина. Остановиться невозможно. Впервые мы их попробовали на юге Испании, в Андалусии, и просто влюбились в этот рецепт. Он проверенный на 200%. Минеральная вода нужна для того, чтобы эти лепешки оставались внутри очень нежными, такими рыхлыми, незабитыми. Они просто тают во рту, очень и очень вкусно. Я надеюсь, что этот рецепт вам очень понравится. Готовьте на здоровье. Попробуйте обязательно приготовить этот рецепт дома. Это настолько вкусно, я вам не могу даже передать словами. Тем более готовится быстро, просто из самых простых ингредиентов. Вам всего лишь нужно немного креветок и самые простые продукты. Увидимся скоро с новыми рецептами. Не пропускайте новые видео каждую неделю. Всем добра и здоровья. Пока-пока.